На дворе весна, и всех тянет на дачу. И мы, конечно, не исключение. Вот, наконец, наступил тот день. Мы радуемся предстоящей поездкой. Собрала Китюхе вещи, сумку купила, потому что она ни разу еще в сумке у меня не ездила. И, в принципе, она не ездила ни разу на электричке. Первый день, первый опыт, попробую, как она это все воспримет, потому что Китти у нас принцесса едет только на машине. Ну вот, едем в «Ласточке». Мне кажется, более-менее нормально. То есть я нашла там место, ну, там в уголке получилось, что народу мало, и достаточно неплохо она это все перенесла. Сидела когда на руках, так смотрела в окошко, а тут просто вот мимо проезжаем, красотень такая. То есть, в общем и целом, все было нормально. Ну и, конечно, как только приехали на дачу, радости было, все. Поняла, куда ее привезли, видимо, и уже очень-очень-очень радовалась. Потому что слово «дача» мы зимой не произносим. Это слово у нас под запретом, потому что собака тут же бежит к двери и рвется туда. Но я так понимаю, простор любят все животные и люди, свободу вот это вот. Что там в городе? Душно и пыльно, а здесь раздолье, бегай, никаких тебе поводков. Боже ты мой, территория большая. Вот она первым делом. Все обнюхала, посмотрела свои, так как говорится, родные пенаты, везде побывала, во всех углах нашего участка. Такая разведка боем. Туда очень много снега, это даже вот такой наст лежит, очень высокий, вот даже видно по туям, они все утоплены, вот даже кахалки какие-то торчат. И она увидела собаку, шла за территорией, начала на нее лаять, я за ней побежала и, в общем, провалилась я в этот снег по колено. Ну, хорошо, день вот солнечный, был очень теплый. И я просушиться хоть успела, а так полный сапог снега, увязла только так. Ну, ведь в каких-то местах, конечно, он уже так подтаял, но просто вот заледенело. Высота сантиметров 60 вот тут, что тут более такая северная сторона. Вот. Так собаки раздули, пока он ходит в куртке. Ну так это мы приехали, я поняла, что жарко, и надо собаку раздеть, чтобы она, как говорится, голышом побегала. Ультрафиолетовые лучи получила, вот она довольная носится. Еще как бы все ей нравится. Вот. А потом, конечно, сейчас побегает, и потом решила все-таки платье ей одеть, ну такое, чтобы все-таки не очень раздета, все-таки там снег, прохладно, а у нее подшерстка-то совсем нет, она такая в этом плане не шерстяная совсем. То есть у нее там даже тельце там розовенькое на пузике просвечивает, то есть у нее очень мало шерсти, очень мало, и она такая мерзлявая. Вот эту дорожку потом в конце тоже решили почистить от снега. Часть даже не от снега, это кололи лед. То есть кололи лед и кидали в сторону, чтобы просто вот травы. Она делала ей платье, чтобы было как бы так все-таки там и спину прикрывала, и так спокойнее. А обычно вот ей ставлю, чтобы она не только бегала, чтобы она побольше времени на улице, я ей такой соорудила, как я это называю, трон. То есть такое местечко, где она может посидеть, полежать. Ну, вот, кстати, вот в тени плюс 12, а на солнце плюс 21. Это мы приезжали, это была суббота, 6 апреля. Я хочу сказать, не каждый год в Санкт-Петербурге или Ленинградской области вот такой. Я тут вспоминала, какие года были теплые, но не так их много. Вот этот трон, она на нем сидит. То есть это, по-моему, был 10-й год. Вот ранняя вот теплая весна. 2001 год. Как-то по пальцам сосчитать. И вот этот год, 19-й. Посмотрим, что будет летом.
А трон это вот из чего сделан? Это доска, то ли дверца от шкафа, я уже не помню. И два брусочка шуруповертом привинтить вот к этой досочке. А сверху, чтобы тоже было тепло, это ковер для походов, коврик. И он тоже очень хорошо как бы держит тепло, то есть не пропускает этого холода. И вот, мне кажется, ей очень удобно, и пусть сидит, чтобы подольше была на улице. Вот, ей как бы нравится. То есть я стелю определенным образом, но, видимо, у нее какой-то свой порядок. Ей нравится как-то по-своему, что-то там шебуршится, по-своему укладывается, что-то там роет, перекладывает, и вот, и как-то садится. Вот сейчас села, как на стул. Вот ей так удобно. Не знаю. Ну, свои какие-то собачьи эти самые. Удобства. То, что, на мой взгляд, неудобно, и нормально. Посидеть вот так, как на стуле, на чем-то мягком. Ну, главное, что она очень любит мягкое. Полежать тоже на какой-то вот такой поверхности, не знаю. Ну, нравится и нравится, как говорится. Пусть делает, что хочет. У нас еще задача была в парник накидать снегу. Это попозже покажу. Это вот дороги размыты. Это я решила сходить там в гости к собакам, которых там подкармливаю. Это Джесси. Это у нее много щенков обычно. И вот все не могу снять фильм про историю рыжего и чебурашки. Ну, как-нибудь вот все-таки сниму. Это Дымка. Тоже их подкармливаю все время. Всегда голодные. Это вот дочка. Это Джесси, Джулия. Это Дым. Тоже наши друзья-коты. Китю не взяла, потому что очень грязно. Но вот с этой собакой она не дружит, Кити. Вернее, эта собака ни с кем не дружит. Вот, это я уже как бы обратно иду. Потому что вот. Ну вот как бы это так вот было у нас. Вот сюда надо. Земля сухущая. Надо накидать снегу. Начальная работа. А потом как бы раз, как говорится, раз, два, три, и любуйтесь, все нормально. И даже это не снег, это глыбы льда, которые скоро растают. Сейчас еще сюда Кити с инспекцией придет. А как же, надо же посмотреть, что тут мы наделали, пока она на троне охраняла наш покой, вернее, нашу работу. Вот такие глыбы льда накидали. Ну, вот будет таять. Серединка всегда это самая зелень, а по бокам в этом парнике огурцы растут. Вот. Что все очень быстро. Монтаж, есть монтаж. Даже еще тропинку сделали. Тут тоже был такой наст, ну, чтобы сюда было удобнее проходить. И ей тут бегать тоже удобнее. Кстати, вот в этой штуке лежат опилки для малины. Тут храним. Если что. Вот, кстати, в этом году настолько была снежная зима, но не холодная, что в колодце не замерзла вода. Всегда в колодце у нас вода где-то середина мая, только оттаивает, лежит там эта глыба льда. В этот раз, этой зимой, этой весной нет, но зато очень-очень супер много снега. Это тоже вот еще тропиночку сделали. Тоже считаю, что высота, то есть по сравнению с Кити, вот этого наста высоченная. Вот это я переношу этот ее трон то с одного места на другое, в зависимости, где нахожусь, чтобы я там в поле зрения была. Вот видите, вода. Льда нету. А во все года, в принципе, там лед до середины мая. Ну вот, все как говорится, к сборам обратно готовы. Собака в сумке. Маленькая собачонка. Обратно он посадил и тоже ее лицом к окну. Она как-то всю дорогу наблюдает. Нравится, видимо. Опять-таки обогащение среды. Пусть смотрят на мир вокруг. Дома, деревья и прочее. Как бы ей это все-таки интересно. И сумка мне это очень нравится. Там сзади сеточка. Она такая
как вентиляция есть. И сама она не толстая, она легкая. То есть собаке там не душно и не жарко. Все очень комфортно. Поэтому очень как бы удачная. Вот так вот. Вот так мы съездили на дачу. Я надеюсь, Китти тоже была под впечатлением, в том плане, что она потом спала и издавала определенные эмоциональные звуки. Я подумала, поездка была эмоциональной. Кстати, про сны собак у меня есть тоже видео. На этом все. Пока-пока. Спасибо за просмотр.